Над обширными равнинами заповедника Масаи-Мара медленно поднималось алое солнце. Его свет окрашивал небо в золотые и багряные оттенки, и величественная саванна наполнялась жизнью нового дня. Но вместе с красотой рассвета приходила и жестокость. Стая пятнистых гиен столпилась вокруг туши молодой зебры. Громкое рычание и звук рвущейся плоти эхом разносились по бескрайней степи. Среди хаотичного гомона робко пробиралась молодая самка, ожидавшая потомства. Ее шерсть была спутанной и тусклой от голода, а тело ослабло в долгий сухой сезон. Она пыталась протиснуться поближе к мясу, надеясь добыть хоть немного пищи. Но эта гиена никогда не отличалась силой и удачливостью, и более властные сородичи легко отталкивали ее. Все, что ей доставалось, лишь остатки, которые другие презрительно бросали. Засуха привела к нехватке еды, и каждая схватка у туши становилась отчаянной борьбой за выживание. Когда самка решилась протянуть пасть к сочному куску мяса, вперед бросилась вожак стаи, взрослая самка по имени Найма. С дикой яростью она вцепилась в плечо молодой, вонзая острые зубы глубоко в плоть. Боль пронзила все худое тело изгнанницы, и от мощного удара она рухнула на землю. Угрожающее рычание лидера ясно давало понять – сопротивляться нельзя. Остальные члены стаи равнодушно наблюдали за сценой. Для них это было естественным порядком вещей, частью суровых законов их вида. Израненная и обессиленная, самка была изгнана и лишена права вновь приближаться к пище. С трудом поднявшись, она покинула охотничьи угодья. Каждый шаг давался мучительно. Тяжелый живот с будущим детенышем отнимал силы, а кровь сочилась из раны на плече. Дни превращались в мучение. Ее скудный рацион составляли лишь жуки, редкие ящерицы и капли росы, найденные утром на траве. Одиночество и голод постепенно разрушали ее тело, но материнский инстинкт заставлял идти вперед. Спустя время она совсем покинула территорию стаи и вышла к тихой поляне на краю заповедника. Здесь, вдали от других гиен, ее никто не атаковал. Но вместе с этим приходила и другая опасность – абсолютная нехватка пищи и угроза нападения хищников. Когда солнце клонилось к закату, она нашла укрытие в небольшом дупле в земле и стала расширять его лапами, готовя убежище для родов. Вскоре ее тело пронзили сильные схватки. Она стонала от боли и истощения, дрожала всем телом. Ее шерсть пропитывались потом и кровью. После долгих мучительных часов на свет появился маленький щенок, покрытый пленкой. Мать осторожно разорвала оболочку и вылизала новорожденного, заставив его вдохнуть первый раз в жизни. Слабый писк разнесся в ночи. Детеныш искал молоко. Но у самки было лишь несколько скудных капель. Она прижала малыша к груди, защищая от ветра своим телом. Ее глаза, полные усталости, все еще сияли решимостью сохранить жизнь своему ребенку. Ночь прошла тревожно. Самка не раз просыпалась, проверяя дыхание щенка, опасаясь, что холод унесет его жизнь. На рассвете ее рана опухла и гноилась, двигаться стало почти невозможно. Пищи и воды по-прежнему не было, лишь редкие капли росы на листьях травы. Но она не оставляла малыша, прижимая его к себе и оберегая от любого шороха в кустах. Ее силы таяли. Глаза затуманивались усталостью, и вдруг издалека донесся непривычный звук — рев двигателя патрульного джипа. В нем ехал опытный рейнджер Даниэль Кавумба, охранник заповедника Масаи-Мара. Он проверял состояние диких животных на окраинах и заметил ослабевшую гиену, оберегающую своего крошечного детеныша. Сначала Даниэль остановился на расстоянии, чтобы не напугать животных, но увидев, что мать едва стоит на лапах, он осторожно приблизился. Щенок смотрел на него широко раскрытыми глазами и не проявлял страха, будто чувствовал, что человек пришел с добром. Даниэль достал аптечку, сделал гиене обезболивающий укол и вызвал ветеринарную группу. Когда прибыла команда спасателей,
Они аккуратно подняли израненную гиену на носилки и перенесли в машину. Даниэль держал детеныша на руках всю дорогу, постоянно проверяя дыхание и реакцию. В спасательном центре мать и щенка разместили в отдельной комнате, чтобы избежать риска заражения. Ветеринары тщательно обработали рану, сделали уколы антибиотиков и поставили капельницы для восстановления сил. Щенка начали кормить заменителем молока, насыщенным витаминами. Постепенно жизнь матери и ее ребенка начала возрождаться. В первые дни гиена-мать оставалась очень слабой, почти все время лежала и ела лишь мягкое мясо, приготовленное персоналом. Зато ее детеныш крепчал, глаза раскрывались шире, лапки становились увереннее. Даниэль навещал их каждый день, мягко разговаривая, помогая привыкнуть к человеческому присутствию. Неделя за неделей силы возвращались. Мать снова проявляла защитный инстинкт, вставала на лапы, когда к ним приближался незнакомец. Щенок рос, его шерсть становилась более гладкой, пятна ярче. Для них построили просторный вольер с травой и тенью деревьев. Здесь мать учила сына кусаться, тянуть и играть, как это делают в дикой природе. Ее мышцы укреплялись, гибкость возвращалась. По утрам Даниэль наблюдал издалека и улыбался, глядя, как щенок резвится рядом с матерью. Сотрудники центра создавали условия, приближенные к дикой природе. Мать тренировалась на искусственной добыче, которую тянули на веревке, а детеныш учился выслеживать и нападать. Месяцы лечения и тренировок сделали свое дело. Ветеринары подтвердили, мать и детеныш готовы к жизни в полудиком секторе заповедника. Там они осваивали охоту на мелких животных, тренировались распознавать запахи и следы. Сначала добыча часто ускользала, но вскоре охотничьи рефлексы обострились. Мать снова стала такой же сильной, как когда-то в расцвете, а ее сын стремительно взрослел. Через несколько месяцев они уже могли самостоятельно добывать себе пищу. И настал день окончательного освобождения. Рано утром рейнджеры отвезли гиену и ее детеныша к просторам саванны. Дверь клетки распахнулась. Они колебались лишь мгновение, а затем шагнули навстречу бескрайней свободе. Мать осторожно обнюхала простор вокруг, учуяла знакомые запахи старого укрытия и новые, следы мигрирующих стад. Щенок сначала подошел рядом, затем отважно ступил в высокую траву. Они колебались лишь мгновение, а затем исчезли в тростнике. Даниэль стоял вдалеке и смотрел, как их фигуры растворяются в далекой перспективе. Его сердце переполняла сложная смесь радости и тревоги. Радость за спасенную жизнь и тревога за тех опасностей, что подстерегают диких животных. На следующий день он отправил к точке освобождения спутниковую метку. Тонкое устройство, которое не мешало животным, но позволяло отслеживать их перемещение для первых недель адаптации. Эту практику применяли все чаще. Так можно было вовремя предупредить о серьезных угрозах, например, о близости людей или львиной прайда. Прошли недели наблюдений. Треки показывали, что мать и детеныш держались близко друг к другу, исследовали окрестности и подтягивались к водопою в сумерках, где им доводилось встречаться с другими гиенами и иногда с недружелюбными львами. Был случай, когда в стае появилось враждебное напряжение. Группа старых гиен окружила пару, протестуя против вторжения на их территорию. Но восстановленная сила матери и ее настойчивость защитили щенка. Они отступили, найдя отдаленный участок, где корма была вдоволь. Это стало важным уроком для Даниэля. Реабилитация только начало. Дальше идут реальные проверки в природной среде. Месяцы превратились в годы. Щенок вырос и стал самостоятельным охотником, а мать, окрепнув, сумела вновь интегрироваться в соседнюю группу. Иногда их видели вместе с несколькими молодыми гиенами. Возможно, ее сын начал строить собственную клановую сеть. Однажды во время очередного патруля Даниэль заметил их вдали, у рощи акаций.
3 силуэта на закатном фоне. Силуэты отчетливо видны в отблесках заходящего солнца. Сердце рейнджера вздрогнуло. Он улыбнулся и тихо произнес: «Вы сделали это». Это было маленькое чудо среди суровой реальности саванны. История изгнанницы, которая выжила благодаря материнской любви и человеческой помощи, стала символом стойкости. Но она также напоминала о хрупком равновесии между людьми и природой. Без усилий рейнджеров и ветеринаров гибель была бы неминуема, а вмешательство порой необходимо. Даниэль продолжал работать. Защищать стада, бороться с браконьерами, обучать местное население, как сосуществовать с дикой природой. Он навещал множество семей животных, знал истории каждого спасенного и в каждой видел отражение собственной ответственности. И хотя саванна не дает гарантий, иногда даже самые слабые существа получают второй шанс. А те редкие встречи, когда человек наблюдает, как жизнь, которую он помог сохранить, снова входит в круг естественного бытия, становится смыслом работы и источником тихой гордости.